Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. Зовут меня Женя, вы на моем канале «Счастье в нас самих». И сегодня, как и каждую неделю, мы посмотрим, что же важно знать в ближайшую неделю, на что обратить внимание, ну и, соответственно, что можно обойти, а что было бы здорово сделать. Сейчас стихия воздух, знаки зодиака Близнецы, Весы, Водолеи, как я вас называю, ветерки, взрывные, но умеют анализировать тоже, не как стихия огонь. У меня сегодня мой кот решил попрыгать, так что если будете слышать мяуканье за кадром, простите. У него сегодня такой день. Ну что, не забывайте про акцендент. Акцендент влияет на ваше состояние, положение планет, когда вы родились, и ваш восходящий знак. Поэтому всегда говорю, смотрите свой знак зодиака и знак зодиака вашего акцендента. Вот по этой причине я, кстати, начала делать по знакам зодиака в пределах стихии, а не просто всю стихию. Поэтому для полной картины, если вам действительно интересно советы, смотрите ваш знак зодиака и знак зодиака вашей стихии. Вы знаете, как я подхожу к Таро. Это советы, это что можно сделать и, соответственно, что же можно изменить, если понадобится. Сосредоточьтесь на себе любимых, как всегда. Сделайте себе комплимент, похвалите себя и обязательно улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок вы получаете от Вселенной. Сегодня на желание будет колода Ларисы Ренар «Послание стихий». Мне в прошлый раз понравилось, как она дает советы по поводу желаний и вообще дополнительные советы. Так что кто досмотрит видео до конца, тот и загадает желание и получит ответ по поводу того, как приблизить исполнение желаний, а может быть уже и исполнить. По одной карте на каждый знак зодиака и общий совет для стихии. Ну что, вы готовы? Начинаем с Близнецов. Посмотрим. Ну что, прекрасные новости идут к вам в ближайшую неделю, Близнецы. Идет улучшение отношений в паре. Идет улучшение отношений в коллективе, в семье, среди родных, близких, друзей и родственников. Идет успокоение по поводу материальной сферы. Тут получается, что что-то произойдет, что или покажет вам, как улучшить доход, как увеличить доход, или вы уже приступите к какому-то проекту, который принесет вам прекрасный доход, или вы задумаетесь о смене места работы или даже для некоторых из вас смене профессии. Насчет смены профессии очень маленький шанс, но я здесь это тоже вижу. Опять же, насколько я понимаю, именно смены чего-то в ближайшую неделю не будет, но точно вижу улучшение по всем сферам жизни. Если есть какие-то проблемы со здоровьем,
то может быть такое, что придется обратиться к платному врачу. Не вижу больших расходов, но расходы на врача вижу для тех, кого интересует здоровье. Ну а в целом спокойная и размеренная неделя. Вам, дорогие близнецы, даже будет не совсем интересно некоторым из вас, не с кем будет выяснять отношения и доказывать свою правоту в чем-то. Вы будете спокойно решать все задачи, которые будут приходить в ближайшую неделю. Весы. Смотрим. У вас в ближайшую неделю, первое, что могу сказать, время отдохнуть. Если есть такая возможность в ближайшую неделю, было бы здорово поехать в отпуск. Если такой возможности нет, то было бы прекрасно немножечко времени взять для себя. Взять время для того, чтобы расслабиться, взять время для того, чтобы отдохнуть, может быть, провести время с родными или с друзьями именно для того, чтобы успокоиться и получить заряд энергии для того, чтобы потом с новыми силами вперед в бой, образно говоря. Ну а также в ближайшую неделю возможны новости по поводу рождения, по поводу помолвок, по поводу свадеб. И также еще для тех, кого интересует повышение по карьерной лестнице, и вы уже этого ждете, могут прийти новости о том, что ваша просьба, ваша заявка удовлетворена, и уже будете обсуждать условия вашего повышения. Это для тех, кого и это интересует. Если вас интересует здоровье, будете радоваться улучшению вашего самочувствия, ну и выздоровление для тех, кто действительно настроит себя на позитивный лад и настроить себя на выздоровление. Ну и, конечно, празднования. Могут быть празднования юбилеев, дней рождения, свадеб. Разные могут быть празднования, и некоторых из вас это тоже ждет в ближайшую неделю. Тоже прекрасная и интересная неделя. Главное только, чтобы вы находили в ближайшую неделю время для себя. Это важно для того, чтобы не устать, для того, чтобы не чувствовать себя очень уставшими, не физически. Я здесь не говорю о физической усталости, я говорю о моральной. Физическая усталость – это прекрасно, если не переборщить, а вот моральная и ментальная усталость – это опасно для вашего здоровья. Ну и водолеи. Посмотрим, что у вас. Ну, первое, что могу сказать, мои дорогие водолеи, будете отстаивать свою точку зрения перед кем-то. Самое интересное – это молодой мужчина или молодая женщина по пажу. Этот человек, которого вы прекрасно знаете. И вот тут у вас могут произойти небольшие конфронтации по каким-то интересующим вас или этого человека вопросам. Также будут происходить ситуации, в которых вам будет казаться, что это дежавю, что это уже с вами было. Ну, а это результат того, что были в прошлом какие-то ситуации, которые вас волновали, и вы их не отпустили. Может быть, вы забыли на уровне сознания, но ваше подсознание прекрасно это все помнит и возвращает вам, может, не точно, но те же самые ощущения. Тут даже могут быть события другие, но ощущения те же самые. Поэтому
Смотрите, ищите, анализируйте, что же происходило в прошлом, что вас так взволновало, и вы не отпустили, для того, чтобы найти корень проблемы, убрать корень проблемы и, соответственно, изменить то, что происходит сегодня. Если вас волнует здоровье, суставы, мышцы могут беспокоить, особенно тех, у кого есть что-то хроническое. Поэтому старайтесь держать ваши конечности в тепле для того, чтобы не было этих неприятных ощущений. Если будете позволять себе быть под стрессом долгое время, соответственно, возможно повышение температуры или повышение давления. Поэтому убирайте стресс, и ваша иммунная система будет на высоком уровне. Ведь как только ослабевает иммунная система, мы сразу подвергаем себя опасности простудных заболеваний, повышения температуры, ну и, конечно, повышение давления. Это стресс. Совет для стихии воздух на ближайшую неделю. Придут какие-то новости, которые сподвигнут вас к действиям, которые заставят вас действовать. Единственное, что, если вы в чем-то не уверены после этих новостей, все-таки не спешите, проанализируйте и найдите для себя приемлемое решение, которое будет в гармонии и с тем, что происходит, и с вашим внутренним состоянием. Вот такая интересная неделя ждет стихию воздух. Я хочу сказать, что если смотреть даже по всем картам, единственный, кого я уже предупредила, это Водолеи, и то. Дело в том, что я предупредила на случай, если будут какие-то негативные последствия. Но ведь могут быть и позитивные, если все прекрасно, позитивно и возвращаются ощущения позитивные, то это прекрасно. Просто когда я делаю расклад, я в основном делаю предупреждение. Ведь мы обращаем внимание на что-то только в том случае, если нам что-то не нравится. Если нам что-то нравится, мы считаем, что так и должно быть. Так вот, притягивайте то, что вам нравится, и тогда все здорово. А теперь загадывайте ваши желания. Помните, формулировка очень важна, потому что что сформулируете, то и получите. Ну, а если сформулируете неправильно, хорошо, если оно не сбудется, потому что если сбудется криво-косо, вы не будете довольны. Есть на канале видео, где вы можете посмотреть, как же правильно формулировать желания и ставить цели по всем сферам жизни. То, что мы произносим, то, о чем мы думаем, то и происходит. Единственное, что может быть не по нашим планам и сценариям. Поэтому я всегда говорю, надо концентрироваться на результате и идти по пространству вариантов Вселенной, потому что Вселенная обычно старается предоставить нам все самым кратчайшим и легким путем. Ну что, близнецы, что же произойдет с вашим желанием? Смотрите, для того, чтобы ваше желание исполнилось, вам нужно подойти творчески к вашему и изобретательно к исполнению вашего желания. И не бойтесь делать что-то новое, не бойтесь действовать. Ведь для того, чтобы исполнилось ваше желание, вам иногда надо будет сделать то, чего вы никогда не делали. И главное, это творческий подход. Также по этой карте помочь вам в исполнении вашего желания советом, а может быть и действиями,
Может быть мужчина. Мужчина старше 45, темненький, с темными глазами. Мужчина открытый, мужчина, который очень быстро находит выход из любых ситуаций. Нужна помощь, вот вам персона, которая может помочь. Весы. Смотрите осторожно. Во-первых, у вас есть сомнение, что это ваше желание. Второе, что может быть такое, что со временем, если ваше желание не начнет исполняться так быстро, как вы этого хотите, вы потеряете к этому интерес. Да, оно исполнится, но может не принести той радости, которую вы бы хотели. Эта карта еще говорит о том, что идите к вашему желанию, если оно действительно ваше, несмотря ни на что. По этой карте могут исполниться даже самые невероятные и большие желания. Водолеи. А вам надо перестать бороться. Превратите борьбу в игру. Если вы боретесь за исполнение своего желания, перестаньте бороться. Чем больше вы боретесь, тем больше вы отдаляете исполнение желания или достижение цели. И если вы переведете борьбу в азарт и в игру, то вы почувствуете вдохновение. Вы почувствуете вдохновение. И только на вдохновении легко исполнять любые желания. Вот такая интересная неделя. Я вам хочу сказать, что у всех 3 знаков зодиака на исполнение желания выпала стихия огня, а это говорит о том, что вам надо будет действовать для исполнения вашего желания. Да, когда желание исполняется, такое ощущение, что оно пришло ниоткуда, но все-таки тут вам надо будет что-то предпринимать для того, чтобы ваши желания исполнились. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои видео. Каждый день выходит и карта дня, и еще тематическое видео, как минимум одно. Ну и, конечно, ставьте палец вверх. Это ваша благодарность за мой труд и наш обмен энергией для того, чтобы действительно мои советы подействовали и все проигралось так, как я сказала. Приглашаю на личную консультацию тех, кому нужна помощь и нужно поменять что-то, и сами вы не можете этого сделать. Ну а также на канале есть большое количество инструментов, которые могут вам помочь и во всех сферах жизни. С вами была Женя. Увидимся завтра. Люблю вас, мои дорогие. Пока.